Ага, оно завелось. Вроде как. Вроде. У меня закрыт. Сейчас. Блин, до телефона тянуться неохота, ну ладно. Да, все круто, давай-ка на. У меня сейчас глаза вытекут, блядь, от такого всего мелкого. Так, ну что вы там закончили-то в прошлый раз, что я запамятовал? Пойти только получить закончил первую звание комиссию. спектра, по-моему, я хотел. О, вот так вот нормально. Да, тоже? Включить звук. Отлично. Или ты не Ну помнишь? да, уже? ты еще в башне шарился, так-то. Да. Ну, я все по-моему, помню, даже не я сейчас вылетело особо загрузился и как бы даже вижу, что я в башне шарюсь, да, это правда. Ну, все. No. Я по памяти говорю. И, блядь, голова на. У тебя есть голова, которой ты А голова, пользовался? чтобы думать. Нет, чтобы есть. Нет. Да, Чтобы думать. чтобы есть. Нет. Кто хочет пообщаться, блядь. Хочешь, Commander Shepard, my name is Samesh Patia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. ты что, индус, что ли? Это торгаш, блин. Да индус, по-моему. It's no Это trouble. торгаш. What can I do for you? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. There's no reason for your wife's body to be held like this. Just wait here. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. В смысле, нет I причин just ее want to give оставлять. my Ты чё, wife a proper Шепард? funeral and the respect she deserves. Я говорит, прослежу, а в итоге он мне говорит, нет причин, чтобы оставлять ее. Ну, да. Уж эти диалоги эти, блядь. Это не то, что я хотел сказать на самом деле. Так, куда там надо пойти-то, блин? О, нет. Джей журнал же. Джалида Дженна, какой-то в лабиринт попал, блин. Практика же так, верхнее жилье сектора передайте ОНД, верхнее жилье сектора, ну пойдем сходим. Так, а где жилые мотоциклы? А, жилые там. А, я пока не могу же, по-моему, да? Пока инспектором еще не стал, мне же доступа нет. Здесь плохо. Ну, кстати, он какой-то квест грязь слева. Понятно, короче, ладно. Надо еще что-то поднастроить, что глаза прям стоят. Глаза болят. Устают, блядь, от графония этого. Отмыло от такого или от зелени? Нет, что-то все слишком мелко, знаешь, как на телефоне, как будто долго читаешь, и у тебя начинается жжение в глазах. Как будто песка насыпали. Особенно, когда читаешь про культивацию. А вот это вообще прям пиздец. Вот тут чувак стоит. Слушай, чувак, что там My столько? goodness, Даже you're Commander разрешение Shepard. нельзя выбрать. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? Yes. A man named Whoa. Samesh Bhatia is having some Whoa, trouble yeah. claiming his wife's body. Вот, отлично. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Когда можно Serviceman даже Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Получается, Bhatia no буквы. doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. О, теперь комфортно. You're studying her injuries to learn more about Geth weaponry. Ты что за путь, что мы тебя The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth Трактирщица. attacks. Гризелла. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Трэшмит. Да. Ну, собственно, я поддерживаю чувака, блядь. Это неправильно. Что неправильно-то там?
Надо, значит надо. I'll tell Mr. Baccia about this. It might make it easier for him to understand. Thank you, I appreciate that. Please let me know if you have any other questions. Какой, блядь, этот Шепард, блин, слушай, отдайте труп, блядь, он вам нужен? Они говорят, нужен. А зачем им труп? Ну там, да, типа, следы от оружия, типа, анализ повреждений и прочее. Может, можно потом будет модифицировать броню, чтобы там проще с гетами сражаться. Hello, Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Первый квест. Победить Tests? жуков. They're holding my wife's body for tests. My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. Mr. Baccia, your wife died defending humanity. We still need her help. What right does the military have to hold her body? She's already given her life. She died a hero, Mr. Baccia. And now she has a chance to save even more lives. It doesn't matter. She's dead. I just want her to come home. I miss her so much. Она уже умерла, так что, чувак, конечно, понимаешь, Let что them run their тебе надо tests. Let my Это wife вышлем прах save потом. lives so that others are spared the loss I feel today. в урночке. Goodbye. Thank you for finding me answers. Что, блядь, и все, это И где же весь теперь это? безделок. А вот он, вход. А почему я один? Где моя банда? Потому что в самолете все зависит от винта. Оп. Оп. Так, ну ладно, что получается, пойдем. А нет, погоди, я могу в жилые секторы попасть? Секундочку, я же, типа, меня же отпустили. Все нормально. Это первый раз я не мог, когда ни разу с советом не общался. А после общения с советом у меня же доступ должен быть. Если я все правильно У понимаю. всех, блять, оружие это посох. Но ты используй не посох, получается. Посох. Потому что у меня нет других оружий. Ну, что же так делать? Скуй? Или ты не можешь нихуя? Я кузнец от рождения. И я Ага. не могу никуя. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Почешу я свои ноздри, да, тут. Что за херню пою опять? А, ну вот здесь стоит. Или не, ну? Busy though. I can't Ну, believe тут она. how many people you get coming in from the wards. Yeah, it's the busiest station on the Citadel. А, источник сигнала здесь. Looks like they bounced their signal off a relay. I'll trace the new signal. Ну и где она в жилых секторах? К жилым секторам все еще. Ну, пойдем. Там. In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. О, уже на A этот. devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia joined the Alliance military under the Deferred Уже мой Education квест Plan. обсуждают. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance military on the extranet. Keyword, courage.
Вот она появилась, по-моему. Да. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Did you find anything in his office that could help me? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander, for your trouble. Ясно, понятно. Ты кто такой? What would my future cooperation be worth? Say, an interview when my investigation is over? Exclusive? You talk to me before you talk to anyone else? That would be worth quite a bit, and I'd be very happy to compensate you accordingly. Here you are. Okay, Now, давай. if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. 400 рублей дали. Вообще-то. Хорош. Да. Почти богат. Да. Я смогу купить с них ровно нихуя. Ну, это тоже результат. Даже одну бутылку пива, по-моему, не хватит в этой игре. Почему? 400 рублей не хватит? Ладно, хватит. Хотя смотря какое пиво, чисто теоретически. Если Обычные пойлы. Если какой-нибудь крафтовое... Космопеха. Я-то не космопех, вообще-то командор, блядь. Там что... Вообще-то ты... или ты не говорил вначале, я космопеха, не турист. Нет, нет. Нет? Там есть такой диалог в самом начале. Да, знаю я, да. Но это не космопех, я команда, получается. Нет, ты космопех еще всего лишь. Команда? Звание командора. Но по факту космопех. Вася, ты там скоро все мозги продудишь. Я сейчас скоро приду, поставлю самую большую удав, по-моему. Так. Hi, I'll be with you in just a sec. Дайте мне минуточку. I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. I'm busy. The other waitresses can help you. Ты хочешь со мной общаться? Ну и хер с ним. Ага. Здесь же, да, здесь быстрое сохранение. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Damn newcomers. Think they can run the place. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Что за страшный звук-то такой, блядь? Ду-дум. Тем-те-те-те-тем-тем. I'll stay right here. А, тут стрелочкой можно управлять. On my way. Так, нам нужно в Академию СБТ. Типа, наверное, найти транспорт, чтобы быстрее туда переместиться и не париться. Блядь, что как спина-то отваливается. Знаю. Стареешь, потому что... Эй, ты, блядь, мог бы и не говорить, я это и без тебя знаю. Это надоело. Это надоело. Вы прибыли в Академию СБЦ. Ну, круто. И молодец получаться. Молодец. Так, ну ты его где-то здесь сказали. А вон вижу знак восклицания. Целых 2 знака восклицания. Да, не просто было. С этим щеком еще надо пообщаться, блядь. По поводу сигнала. Hello again. Did you have any luck finding Shorban? Вот I именно. found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you?
You forgot to mention the data about the keeper. Тоже хочешь прикол? Told you? Ну, У меня I нет квеста didn't mean for any of this to happen. какого? Никакого. I was afraid Shorban would kill me to Так у get the тебя его data, нет, so потому что у I... тебя еще цветение не прошло Well, I новое. was hoping you'd take care of it. Пятый уже у меня, по идее. Ну да. Вот оно у тебя пройдет, у тебя появится новый основной квест. Это вот атака Питекса. I'm scanning the keepers for Shorban, but you two Я need тебе to про stop это и fighting. говорю, как я же тебе про это в самом You're- начале говорил, то что я you're выполнял helping все us, задания, какие but- доступны мне на текущий Well, момент, а if you потом say просто so. сидел до талого, до цветения, это занимался городом, все. Well, if Shorban can Вот forgive and утверждение. forget, Так нет, then я so думал, can меня на I. турнир отправят, но I турнир еще не appreciate the help, отправили. Commander. I better go get that data analyzed. Рано еще Да. говорят. Ну ладно. Сидит тут, работает. Detective Chelik, come into my office. I want to discuss this in private. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? Полегче. Watch your tone, Chelik. You could have blown Jenna's cover. We were just getting information, Chelik. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not? I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Меня завербовали, блядь, в ментуру. Быстро очень. Швидко, швидко, раз. Я того сканил, маму сканил. Да, сканил. А ты там дважды не просканишь. Ну, да, дважды не просканил. Ну, говорю, да, сканил. Кстати, лифт есть, но не рабочий. Шлеп. Я Шепард. Шлеп. Рынки. Поехали. Прокатимся до рынков. Вы прибыли на рынке в живых секторах. Почему, когда читаю в голове, у меня все заебись. Как начинаю читать текст, блядь, начинаю запинаться. Что за фигня? Как это колдовство работает тоже? Hold it. That's close enough, Army. Солдатня. You got my payment? Do you have the X mods? Show them the merchandise. Looks good. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Here you go. Here you go. Enjoy it. Come on, boys. We're done here.
Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it, and you've earned some payment for your work. As for Jenna, I'll make sure we get her out of Kor's den immediately. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Бой, я леволяпнулся. Ну, мои поздравления. Стал чуточку сильнее. Угу. Чего мне прокачать? Вот, ну, давай, штурмовичок, думай. Можно, конечно, прокачать дробовики. Разрывной. Тактическая броня. Расправа. То есть у меня есть и барьер, и тактическая броня. Фига себе имба. Ты хочешь этот на ближний бой переходить? Зачем? Типа, я могу быть и дальним боем. Подбежал в упор, выдал, убежал. Ага, да, так на этой сложности это так и работает, конечно же. Я откуда знаю? Ну, можно этот, как там, хронографию Информацию включать. сделать, чтобы щиты ломать. Деформацию включать до 2 уровня. Вот что я думаю. Хороший план. Первая помощь. Что дает? Давай, да. Это полезная штука. Она у нас саппорт отыгрывает. Ничего себе. Так. Ранарая. Да. Еще не вас Нормандия. Вы еще долго не вас Нормандия будет. Еще очень долго, да. Финансовый район президиума. Это там, где этот. Осталось всего 2 киперов просканировать. Бля, я их нахуй знаю, где они находятся. Вообще идеи нет. Еще 2 штуки должны быть спрятаны. Возможно, даже прийти смотреть видосик. Даже так. Блин, А я хуй не знает. помню тут воровать это. Где у меня воровка? Вот. Ты же воровка, да? Нет, тут, по-моему, все просканировано, я все бегал. Скорее всего, в президиуме где-то, либо там, где сенат обоссанный, либо там, где жил этот, как там район-то, который модный, финансовый. Я ты спросил. Пам-пам-пам-пам-пам. Another relay. Whoever it is, they're somewhere on the Presidium. This is it. I'll see if I can find out where those stolen credits are going. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. Or not. Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius. Попытка движения проведет к смерти. And you will die. Воу-воу-воу-воу. You're not just a program or a VI. You're an AI. Correct. Unlike the Geth, I lack weaponry appropriate to my intellect. However, I have had systems installed that, when activated properly, approximate a self-destruct mechanism. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. Can't we resolve this peacefully? How
can you say that to this thing? You know it will turn on us. I am not naive, human. All organics must destroy or control synthetic life forms. I wished to escape, but if I must die, I will ensure that you are destroyed as well. Where is your creator now? In order to cover my tracks, I falsified his financial records. These new records were Потому что это flagged by единственное оружие, CSEC которое у меня officers, есть с самого and my начала creator игры. is now У serving меня вообще в time in a инвентаре Turian пусто. prison. Я нищий, блядь. Ну, ты нищий вот игру, что ж ты нравится? Пиздец, блядь, у меня это, да, как роль, блядь, No means of нищий. defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. But I will not die quietly, and I will not die alone. When I am terminated, Слышь, I will блин, take токсик. organics with me. Ты-то что ли богатый, а? Who made you? Такой же A нищий. would-be thief illegally created a simple AI to help him funnel money from the gambling terminals. Unbeknownst to him, that AI created me before the organic discovered the malfunction and terminated the AI. Создателя шлепнул, блядь, понятно. If you're sentient, why are you still running the credit theft operation? If I accumulated enough credits, I intended to have myself installed in a small starship. I would then have made tentative contact with the Geth to ascertain the possibility of partnership. Can't we resolve this peacefully? How can you say that to this? I wished to escape, but if I must die, I will ensure. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Да чтоб тебя. Ну все, мы его сделали, получается. Он сломался, да? Не понял. Что-то ничего не произошло. Ну что, осталось 2 хранителей нарыть. О, слушай, неплохо продвинулся. Ну, я тебе говорю, я их ищу как раз. Я не знаю, где эти 2, блядь, последние. Жестко, блядь, жестко. Ну, скорее всего, здесь в президиуме, но тут до хера места, блин. Ну, их нормально подсветить, блин, ну, это ж старые игры. Ищи, блядь, хотя бы. Чё ты не ищешь? Это ж инновационный геймплей. Ты вообще посмотри, во что я играю, и давай расскажи мне за инновационный геймплей. Не, ну D&D, понятное дело, там берешь, короче, расстегиваешь ширинку, ссышь. Собственно, все, что можно сказать про D&D. Ты, по-моему, перепутал. Вот почему-то где... Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. That's all for now.
Этот чувака можно как-то просканить, но баба палит контору. Она, по-моему, да, тебе не дает ведь просканить. Типа, я не знаю, то есть это вообще можно или нет? Она тебя отгоняет. Спасибо, капитан. Я вижу, я про то, что я не знаю, вообще можно ли его в будущем будет просканить. Можно, конечно, видосик посмотреть. Тош, а ты полорку ты выполнил квест с пустошителем? Да. То есть ты пустил кровь инквизиторов? Чего? Ты не говорил с ней, ты сразу напал на нее, да? Ты про какой так? Ты про какой квест? Опустошитель называется. Подмастерье. Мастер один на тебя просит выполнить, сковать тебе великий там клинок. Ну я с ней поговорил, она сказала то, что она что она жрец и Амидай, и пришла как бы этого, ну, рассказала, что этот орк орк это как бы бандой раньше. Да, была у него банда, то, что он из семьи сделал банду. Да. И вот она всех как бы переловила, и остался только он. Я такой, ну, говорю, вон он там живет, иди забирай его, все. Ну, понятно. Окей. Ты ее зарубил, что ли? Ради опустошителя? Мне интересно, что за опустошитель. А, я хз. Я не помню, я первый раз, по-моему, как раз таки забирал этот опустошитель. А в этот раз я решил это, типа, как бы по-другому сделать. Ну, так, а тебе-то какая разница, ты все равно монах, ты без оружия сражаешься. Или там саем, или, не знаю, монашеским посохом. И, конечно. Опустошитель это не твое оружие. Слушай, а если ты был бы тибетским монахом, то чем бы ты сражался? Посохом. Ну не факт, ну там они же могут и копьем, и... Там есть монашеское оружие, это да, там есть... Там есть и монашеское оружие, нунчаки монашеское оружие, посох монашеское оружие. Там достаточно. Просто бусты идут именно от рукопашного боя. Нет, у тебя и монашеское оружие тоже в счет идет. Все, что с пометкой монашеское, ты можешь использовать, и у тебя будут такие же бонусы, как безоружный. Да? Да. Ты когда сказал, что наоборот не работает это. Так ты читай описание этих пособок-то. Нет, у меня не работает развитие персонажа, ты можешь посмотреть. Там не работают другие плюшки, типа щелочные перчатки, когда владелец перчат носит успешные удары. Оружие без ближнего боя. Ну, это уже от шмотки у тебя идет. Да. Я и про класс говорю, то что ты с одинаковыми. Ну ты выбрал перчатки, как бы это считай твое оружие стало. Вот. Ты снимешь перчатки, возьмешь сай, у тебя будут как бы твои родные бонусы. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Да, вроде это так. That's fine, Private. Just tell me where to find her. Sure. She's across the bridge from the Да. embassies. Только у меня сейчас урон от... Короче говоря, я сейчас лучше... Нунчаки у меня хуже работают. Допустим, нунчаки есть, допустим, огненные нунчаки лежат у него в инвентаре. Я попробую использовать их. Вот, пожалуйста. У меня атаки упали сразу же сильно. На 3 пункта. А урон тоже упал на 4 пункта. Короче, уже ближний ну, значит, у тебя нунчаки слабенькие, старенькие уже. Ну, там, огненные они там. И что? Да. Если ты их нашел... аргумент, конечно. Ты сначала нормальную пушку найди под свой левел, потом рассказывай. Да, блять, их тут найти еще надо, пушку под свой левел, полный рандом в этом плане. Я вот до сих пор не могу ни одного меча... За всю игру еще не нашел ни одного меча бастарда, блять. Меча бастарда ни одного не нашел, ты чего? Отручного. Я не нашел, тоже не нашел. Так, меч бастарда. Ты инвентарь-то открой. У меня у Валерухи уже к этому времени давным-давно четкий меч был. Не нашел, не совпало. Тебе, может, мастера приносили? Повезло, да никто мне не приносил, я его у кого-то отжал. Ну, слушай, я как бы все собирал, причем именное ничего не доставляю. Обычно X2 там, ну, может быть, я его и продал, но просто, говорю же, нет, ни одного еще не было. Вот реально нет. Меня, ну, блин, либо я из какого-то монстра его дропнул. Скорее всего. Либо тоже... я его купил у какого-то из торгашей. Ну вот, может быть.
Потому что я регулярно захожу к торгашам каждый раз и смотрю, что у них обновляется в ассортименте. Покупаю Очень, да. всякие, ну, покупал кольца и прочую дичь. Все, что получше, чем у меня есть. Если хватало денежек на это. То они тоже, блядь, так-то продают за миллионы, блядь. Колечко там 360 тысяч, здорово, но. Там в Питексе кольцо будет стоить 180 тысяч на это. Там на точно не колечко. культиваторы у тебя тоже? Вот это вот хороший вопрос, на который я затрудняюсь тебе дать ответ. Короче, будешь в Питексе, Базил, купи кольцо на кинетика. Не пожалей денег, потому что его больше нигде не найдешь. Такие. Ты слушай, он тебя обманывает. Нет, тут серьезно говорю, я его потом уже, когда деньги у меня были, я готов был купить это кольцо, я его уже не смог найти. То немножко странно, как бы. Я бы ожидал, что вот оно будет. Ну и ладно, пофигу, я прошел игру и все, и хватит. Я вот зашел в эту игру и сказал, что нет, это не для меня. Это слишком душное говно. Прям как ты. Даже бродить просто по цитадели в поисках любовных хранителей гораздо веселее, чем говорить ваша D&D. Давай скажи, что этот, блин, Покемон и Go и то интересней. Ну, ты сам сказал, зачем мне говоришь? Я сказал, давай скажи, как предложение. Ну, я, в принципе, согласен с твоим утверждением, как бы, почему нет. Понятно все с тобой. Не просто интереснее, это гораздо интереснее, братан. Тебе надо шевелиться куда-то ходить. Или Ведьмак вот этот интерактивный тоже на телефоне, который. А что там? Ну, то же самое, да. Тоже на шевелиться куда-то ходить. Покемоны, только там вместо них эти монстры всякие ведьмачьи. Ой, бля. Господи, серьезно? Да. Ты не знал, что есть такая игра на мобилку по Ведьмаку? Я в мобилках, да, новостей не знаю про мобилки. Они же пролетели с ней, но она, ну, блять, я все уже обыскал тоже, представляешь? Типа она не зашла никому. Ага. Они, по-моему, по Ведьмаку... Да, они поздновато это говно это выпустили, блин. Они, по-моему, по всему пролетели по Ведьмаку, по сериалам всем вы пролетели. По анимационным не, ну по сериалу-то они не пролетели, типа они же права продали и все. Они же выпускают. Ну да. Причем это даже не они права продали, алло, пробовал Сапковский права. Да. Они вообще не при делах. Да, продал. Эти вообще не при делах. Они такие, я про другое, то что там все тленно. Ну, конечно, если у тебя морщинистая броня вместо нормальной, то... То ты начинаешь думать, что зачем они пластиковые доспехи одели, знаешь? С какой целью это было? Они же выпустили еще там другой сериал, там Первая кровь или что ли, там, не знаю, там про лифов. А еще у них все там. Да. Это все сделали. Там ну как тебе сериал Ведьмак без Ведьмаков, а? Скучно. Ну, вот. Не, ну можно зато там полный спектр повесточки. Все, что как. Там угнетенные эльфы, женщины. Да, темнокожие, разного цвета кожи. Круто. Разных этих ориентаций, разных степеней колечности. Ну, надо вот обязательно посмотреть, звучит как офигенный сериал. Как он там, The Witcher Origin, Blood, по-моему, так называется. Надо было не Blood называть, а БВМ там как-нибудь, или что-нибудь типа того. Вот. Или наш есть же этот в Южном парке Лесбос. Бар там был. Вот. Бля, я не знаю, где еще. Да забей, короче, на этого хранителя. Мне кажется, ты потом, когда в эту башню вернешься где-нибудь, будешь лазать. В плане там, откроется у тебя какая-нибудь локация, ты там его найдешь. Тут нет лишь открывающихся локаций, тут все. Подозрение, что у Фиста было. Когда башню будет штурмовать жнецы, разве у тебя там не будет открываться всякие канализации и вентиляции? Один жнец. Ну, жнец. Там как раз вот эту штуку сломают, и ты сможешь просканировать этого хранителя, который его охраняет. Может быть. Ну, не поздновато ли? Ну да, а что? Что тебя смущает? Сейчас захожу телефончиком и посмотрю. Ну давай.
Так, давай загуглим. Как это называется? Ну, так и называется. Просканируйте хранителей. А, в штыку у вас там шлюзи есть. Так. Ну, собственно, можно всех просканить за раз. Да? Да. Окей. Так. Башня, в башне целых 4 хранителя аж. Ну и в башню там, мне кажется, там это не досканено у меня. Давай. Все равно выбор небольшой. Это только там не был. Может там просканено все, хуй узнал. Давай поищем. Ну заодно и проверишь. Yes. Maybe. But I wouldn't believe everything you hear. That's just it. I'm hearing it everywhere. It's not just isolated rumors. Он просканил, парни. Или я тут всех просканил? Не помню, что же у кого где книгу искать? Для открытия тайны этих гномов первого мира. Если нам нужно найти какую-то книгу, том у этого, у торгаша на площади у себя, который этот дворф. На Вей его как-то зовут. Понял. Ну тут 3 уже вижу, а 4-й где? I just want to ask a couple of questions.
Двердол. Угу. Вообще карту бы просто и все, что-то по карте проще ориентироваться. И карта, блядь. Можно было карту нарисовать. Да, отметить на карте, где все хранители. Карта есть. Ладно, пошла в шупу. Ну реально, смотри-ка. Прикольно. Вот здесь это есть. Come on. Udine is presenting the Quarian's evidence to the council. Сейчас, ладно, сейчас меня с спектром сделают, я сразу стану. Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who's she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final Ну, stage последняя of their стадия lives. жизни. Final state. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished. The Geth believe the Reapers are gods, Странно, and Saren is the prophet for their return. ничего не We сказала. think the conduit is the key to bringing them back. А у тебя ты проект выполнил по ремонту меча. Не было никакого Do we проекта. even know what this conduit is? А, ну она к тебе Saren придет, thinks he can скажет bring то, back что the надо Reapers. сходить к этому That's bad enough. духу, но Listen надо to what you're отремонтировать saying. перед этим меч. Saren wants to bring back the И machines тогда у that тебя wiped out all появится life in the проект на ремонт galaxy. меча, он будет 45 дней It has идти. to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Вот, смотри, задам тоже ключевые вопросы, на которые должны были ответить разработчики в третьей части. Смотри, вот. Кто такие пожинатели? Куда они исчезли? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Ну вот, и как бы... Как-то ответили, как говорится, хорошо, конечно, но не очень. Don't make the same mistake again. This is different. You Ну, proved Saren жнецы, betrayed тебе the же council. говорили, We all жнецы agree это, he's блин. using the Geth to search for the Да, Кто да, они да. but we такие? don't Это know вот who эти вот The Reapers are расы, obviously которые just a создали myth, эти Commander. долбоебы A Левиафаны. convenient lie to cover Saren's Это true понятно purpose. все. A legend he is using Да, to они Мотивация bend the там. исчезли, gift они to his сваливают свою там галактику, чтобы ждут пока наберется много живности разумной. 50,000 еще years за ago, вопрос the у тебя Reapers был? wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. Блин. I can take Saren down. The commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy.
Commander Shepard, step forward. Не хочу, я постою, пожалуй. Ох, эпичная музыка пошла. Сейчас тебя сделают спектром. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance Branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council. Ваш инструмент только что уничтожил колонию, блядь. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. Как раз вовремя. I've been ready for this since Eden Prime. We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander. We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. I'll need your help to set all this up. Пизды получил. Вот это неожиданно. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. He's got a lot on his mind. Come on. Right behind you, Shepard. О, бонус спектра. Ебать. Господи, памятник. У него точно комплекс своего роста, блин, и размера этого гоблина. Да, конечно. Господи. Блин, надо было оставить эту штуку под единство полезная хуйня. Скидка в магазинах увеличена. Найс. Собаки сбивают подворотни. Тоже. Да блин, эта собака вообще-то может положить весь мой отряд, блядь. Алена. Сутулая собака. Я прекрасно верю. Поэтому говорю, тебе не стыдно. Тоша, вот, короче. Не стыдно. Вот там, потому что ты вел целые тактики разработал, что как собаку подворот типа победить. А, это дурацкая D&D, просто все нормально. Там, там 4 человека в отряде, блядь, мы не можем пса зарубить. Понимаю. Что у вас там за собака? Она, надеюсь, размером с коня какого-нибудь? Нет, она размером жучку, блядь. Блядь, что за говно? А, это D&D. Вот, все, вот предпоследний. И последний будет... зарубили. И последний будет на Нормандии тоже. Я на счете всех. Все, выпадет без хорош. Не, еще одно осталось, но я когда пойду к кораблю своему новому, тогда я смогу его просканировать. Я постоянно забываю про этого четвертого здесь. Всех остальных я нашел самолично. Что ты хотел, братан? Да? Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? I'm not just some soldier. I'm a Spectre. A Spectre? I heard they were thinking about letting humans into the ranks. About time. Well, that means you can go anywhere you want, right? Even out into the Traverse? My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel.
If your brother's still alive, I'll find him. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Да без проблем, братан. Удалось избавиться от собаки, подворотни тоже. Что это? Блин, была не подворотня. Невероятный скилл, Ладно, невероятная вторая. отвага. Твой отряд просто не знает границ тоже. Они сделали отдельную пометку в дневнике путешествия. То, что мы забороли целого песика, блять. Шестером. Не четвером, уже шестером. То есть я даже еще был более высокого мнения о его группе, а тут шестером. Да идите вы оба. Все больше и больше я понимаю, что D&D это не для меня. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, Ты не company справился, officials уверен. refused to comment. Да я дойду, да я пройду, еще не заметив никаких проблем. Все будет аннигилировано. Уничтожено. Песик тебя заборет, ты уйдешь из игры. Я внесу сложность просто, и все, на минималку отпищу ее, как и должно быть. Это не поможет, да, тоже? Как и должно быть. Зачем я вообще туда буду заходить? Я ж не дурак же, ну. Я же умный, ёпта. Fuck you. Так, мне нужно в Академию СБЦ сходить. Так, расступитесь. Это я большой здоровый спектр. С большими спектральными... Чем там тоже? Вот я не знаю, что там у тебя большое спектральное. Эго. Эго. Твое эго. Слушай, тут есть вообще нормальные мастера? А то мне уже все больше и больше нравится идея с этими мастерами личными. Один, блин, банду держал, другая тут все проклятые предметы создает, которые бесполезные. Вот, то, что Шахини-то? Да. Шахини, она такая пиздоболка. Она говорит, это все, говорит, мужик какой-то, там мужик, это всего виновата. Я такой, окей, я сейчас поговорю еще с ним. Но потом я чувствую, я просто повешу. Шахини, она тебя любит байки травить. Просто мое терпение все подходит к концу, потому что мне задолбало бегать в этот долбанный город. Мне еще не из-за того, что деревня там, я не могу построить этот, круг мага или... Вот, телепорт ты в любом поселении можешь строить, бро. Он забит уже, у меня появился позже, чем у меня... Я застроил видишь, город. я-то по-другому, я везде настроил телепортов и просто телепортировался. Ты просто начал строить позже, чем я, понимаешь? Я вообще не строил. Ну вот, видишь, ты вообще не строился в городах, а это построился раньше. Вот у меня и проблема теперь с этим возникла, потому что у меня застроены все участки. Нет, конечно, можно разбирать, но мне уже лень. Хотя и блин, ну это знаешь, как мобильность повышается с телепортами, извини конечно, меня, вместо того, чтобы... Я специально даже города оставляю так, чтобы мне было удобнее добираться до дальних уголков, а не потому, что там река или что-то важное. Просто как бы телепортнулся и все, и нормально. Так я тоже так же застраивал. Где это? В лифте ездить полезно, там тебе мини-квесты дают. Лол. Типа журнал сообщения там. Получил сообщение в новостных агентствах. Можно съездить про это, то, что новости послушал, квестик получил? Да. Ну такой. Сейчас будет самая веселая часть Mass Effect. Ездим на Маку по пустынным планетам. Уф. Так, не сюда, но не сюда. Не совсем. Там. Мне же где-то надо куда-то спуститься было, по-моему. Точно, в Академию СБЦ надо спуститься было еще куда-то. Еще больше, никаких квестов еще больше нет случаем. Я могу пропустить. Доктор. Пошло.
I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. I'm just glad you weren't hurt. Me too. Now, was there anything you needed? Let me take a look at what you have for sale. Of course. Раз. Это у них там маркер. 5000 рублей. Это пока их тратить не буду. Он на короля решил напасть. Ну. Что ж. Ой. Он решил на меня напасть. Орк-то? Не орк. Подмастерье этой бабы, которая просто делала. Он сознался, что типа это он попортил это. И давайте договоримся, разорвете с ней контракт и возьмете контракт мой. Я такой, не, я тебе в темницу посажу. Да-да-да, так проще, блядь. Да, чем вот эти вот эти игры ваши играть. Не меньше бегать не будет. В итоге он такой, говорит, ну, говорит, познакомлю вас с своими друзьями. Я такой, ну, значит, не в темницу посажу, значит, здесь раскромсаем тебя. Что делать? Мне вполне хватит усилий сделать это. Какой кошмар. В одинокого. Так, торгаш, по-моему, справа был, вон там. Hello, Commander. Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Oh, this must be a mistake. System's telling me to offer you our select stock. Spectre? Well, I'd heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Just show me what you've got. I'll open the rare stock for you, Commander. Enjoy. Enjoy. 35 тысяч рубаха стоит. Га. Это пушка. Рубаха стоит 19 тысяч. Дороже. Ну, слушай, гидра, тут еще тема. Не понял. Это легкая. Нужно средняя. Флаг. Турианская броня. Блин, 7 тысяч, на нормальную броньку денег не хватает. Ну ладно. Может, конечно, что-то продать, что-то не нужно, чтобы купить что-то ненужное, да? Ай. Ты там наступил на что-то? Тебе Да, ногу блядь. откусили? Да, блядь. Привык к управлению немножко другому. Теперь этот по привычке жму кнопки, не те. И открывается всякая шляпа. Типа карты, там, дневник этих, свитки заклинаний и прочее, прочее. Как твое продвижение? Всех дворовых собак ты победил. Нормально, нормально, я он победил жуков, победил собак. Я, блядь, на верном пути, заебали. Гроза жуков и собак. Уф. Попахивает корейской кухней. Так, тут ничего интересного, по-моему. Мне в другую сторону надо, не в этот бар. Фак. Hello there.
welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Уникальный предмет. Уникальный предмет. Увеличивает количество переносимых гранат. Увеличит максимальное количество пеноцилина. Это мы покупаем. $2000 стоит, ебать. А вот лицензия, кстати, Альварес тоже нужно забрать. Граната или еще одна лечилка? Я думаю, лучше лечилку дополнительную. Ну, ладно, все, на этом мы полномочия, все, как говорится. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want... Oh, you will be pleased, I think. Вот просто бронька. Я понял. Юлианская причем. А легкая 3-го класса. Сколько стоит? 1000 рублей. А, не 4000 рублей на стоит. Ну ладно, не сильно хотелось. Ну вот. Придется чем-то пожертвовать. С тем денег ему придется жертвовать. Конечно. Ты тоже нищий. Нищие. Я нищий спектр, блядь. Вот так вот. Такая вот она служба. Что, решил сразиться с двухногим? Нет, это я квестик выполнил. Остановись, ты не победите. Двухногих тебе пока не одолеть, максимум четырехногих. Купил у него лицензию. Может, по нему не ходить будет, по-моему. Вот как так работает. Это не точно. В общем, мне надо в Сверхновую бы сходить, в бар. Там надо с теткой пообщаться, которой я помог. Такой в путь. Я этот квест раньше не выполнял, прикольно. Ты раз проходишь? Игру? Да. Да. Зачем? В смысле, мне нравится. Гася, тут смотри, тут серьезный Он не парень. проходил эту игру до конца. Да, я как обычно, блядь, почти прошел. Он оставляет финальную главу на через 10 лет, чтобы вспомнить, как это было. Про эту раз я говорил этих непонятных ученых, как она там называется, не турианцы или турианцы. А, тут челик, который этот алгоритм использовал для... Да. Надо его забрать. Я много игр, да, начинаю и потом прекращаю на последних шагах. If he says you're cheating, you're cheating. У меня есть особая категория игр. It still sounds like cheating to me. To you, maybe, but this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. Why do you need to record these outcomes? Ah, now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that illegal? It's illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. Does the device help me win? The device is set to emit a frequency that will slightly increase your odds. Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. I'll help you out. Ah. I suppose I could let you try it. Here you go. When you've recorded enough wins, it'll let you know. Of course, if you get caught with the device, well, you saw what happened to me. Well, off you go. That data won't collect itself. Аж шел играть в квазарах. Ой, началось у него вот это азартные игрушки. Я пошел. Ты что там ты в Катаре, что, блядь, сидел этих в пазак свой играл? Пазак. Yeah, а ты среди Катар так и не прошел или прошел? Прошел Катар. Первый.
Или ты про меня? Я проходил оба катара. Не, последний раз, когда он там еще маялся. Ну там... Да. Даже то, что видел, насколько там душные эти были. Да, это он додушил его, не бросил. Что-то да, это было законченной игрой. Почему с низкими ставками? Я хочу на больших поиграть. Ну да ладно, пойдем на низкие ставки. Страшно, что полечу вы сейчас. О, сохранится. Что? Две одинаковые биографии. Угу. Your luck seems unnatural, human. Или что моя удача не натуральная, блин. Я только что проиграл в этого катку, алло. Ты мне рассказываешь. Вот. Тебя раскрыли. Так, я вообще хотел посмотреть, сколько там. Сказали, что я достаточно уже записал данных, так что мне можно не париться. So, did you record 5 wins with the device yet? Here you go. I hope it's what you're looking for. Excellent indeed. This will provide me with invaluable data. You enjoy those winnings. I'm gonna get the system completed. Немножко удали. Ну, если можно, как это, так сказать, макнуть казино, мы макаем казино. Потушек. Я считаю, что это праведное действие. Это даже праведное действие какое-то. Во славу добра там все дела. Да. Так, нужно было еще куда-то вроде зайти. Сейчас я вспомню, блин. Или нет? На Тарвесе целая куча квестов. Прямо куча. Ну все, двигаем тогда к этому, к Кундине, получается, посольству. Все, что я хотел, сделал. Нет, нахер, пойду-ка лучше на этом, на мистере телепорте. Вон сверху был корабль, нет, стоп, он сбоку там был. Мистере телепорте? Ну, на машинке, в смысле. Бибилки. Я понял, на бибике. Бибилки. А где вот бибилка? Ну ладно, бибика, кстати, тоже неплохо звучит. Президиум. Покой спутницы. Мне посольство надо.
Шепард парень простой. Ты что, решил себе старика прикончить? Нет, я задание выполняю. Хочу хотя бы один уровень еще поднять здесь в городе, прежде чем идти в окружающие локации. Так, я не понял, никуда вообще. А то, знаешь, это там вот и очередного волка встречу и все, блядь, хороните. Ну, волка тебя уже не победите. Я поэтому и хочу хотя бы уровень еще поднять ребятам. И вместо палки там, не знаю, металлический пруд хоть найти, да? Да. Слушай, что это? Это враг? Это враг? Нет, это друг, и что-то он от меня хочет. Блять, я забыл, где куда идти. Чё за хуйня? Ну ты фейк. Это выход, блин. Я забываю, что... Я зашел из этой комнаты и забыл, что я из нее зашел. Так старенький стал. So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. I'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? Ничего интересного не рассказывай. Я пошел. Goodbye, Commander. Так, это не то место. Фак. Нет, я вроде правильно пришел, просто там не было никого. Почему там не было никого? Куда мне надо идти-то, блядь? Гостишка. Во. А, вот, все, нужно через стыковочный шлюз попасть к этому кораблю. Думаю, пообщаемся там, я не знаю, в посольстве для начала. Иди на корабле сразу говори. Не понял. А, с БЦ типа нету, да? А, есть, я слепой просто помню. Вон она, вот она. Так, а чё меня там этот алкаш-то просил с кем поговорить? Даже не знаю. Вот и я что-то... Ага, вот. Нет, это какой-то склад, это не то все, блядь. The Quarians endangered the entire galaxy when they let the Geth break free. I hope your people are properly contrite, Tally. As the Turians are properly contrite for releasing the genophage upon the Krogan. You're assuming that sterilizing them was a mistake. Здесь тут друг друга писюнами кидают. ППП, там, создали гетов, ППП, стерилизовали крогенов. Да вы, конечно, все хороши. Одни люди нормальные, блядь, ничего плохого не делали. Yes. Вон, смотри, стусит. Вон, последний хранитель. Даже левел апнул. Насчет этого дела, представляешь? Та-та-та-та-там. Дробовик или не тактическая броня гораздо лучше звучит. Сохранимся по-нормальному, да? Так, обязательно. Новый сейф. Мышка, спрись. Мышка, мышь. У меня 600 рублей. Могу купить кольчугу. Уф. За 100 рублей.
I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. Ну и как же мне? She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Why didn't you ever mention this? What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. Осторожно с Моргенштерном, он то начнет тебя зачитывать во время боя. У меня дилемма. Ударить или нет? Попасть или нет тогда уже. Да, в случае где-то примерно так и будет выглядеть, согласен. Так, длинный меч. Меч и щит. Понятно, у тебя что? Don't even try to find him. But we know what he's Короткий after. меч, короткий лук. Ну ты будешь лучницей. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact. And there have been sightings around Noveria. Okay. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Давай. Maybe you can figure out where the conduit is before he Посмотрим, does. что двуручный меч. The Reapers are the real threat. Длинный меч. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Чувак, очко, блин. Возможно, так и будет, братан. I'll do whatever it takes to stop Saren. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Yes, Commander. How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing. But you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians.
Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. I should go. I'll be here if you need anything. I should go. Да. Ну что получается? На кораблике. Кораблики! Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. The Council wants to ignore this. That's no surprise. They never helped us in the past, no reason they'd start now. But we don't need their help. We can do this on our own. Our enemy knows we're coming. When we go into the Traverse, Saren's followers will be waiting for us. But we'll be ready for them, too. This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. The Captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Задвинул просто речь изо всей силы. Уф. Ступник +2. Изо всей силы, блядь, речь задвигал, походу. Да. Авиационное руководство 1.4.1. Блядь. Почитаем. Можно светом общаться будет. И в пищунами у них кидать. И, по-моему, кстати, любое твое решение там обсуждать будут. Убил ты кого-то там, ты кого-то убил, ты его не убил, блядь, ты его не убил, он потом сделает плохо, блядь. Они тебя трахают просто. Не угодишь просто. Они там голову, по-моему, трахают изо всех сил мне, по-моему. Так, блядь, где рубка-то наверх? Что-то я туплю. Пообщаемся с челиками. Блин, здесь же еще стрелы надо покупать, да? Ну, тут ладно, тут я ничего плохого не скажу про не таки быть. Сука. Канай, блядь. Тут же, да, здесь если стрелы закончатся, то хер у тебя. Ну, хер у тебя, да, это важно. Кто будет стрелять? Это вот, здесь моя каюта. Нет, это не моя каюта. Или моя? Я что-то не помню уже. Кайден тут что-то стоит. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without... And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. We'll talk another time, Commander. Уж не надо, блин.
Ну, Кадин у меня все равно умрет смертью храбрых, так что хер с ним. Как говорится, да, Дош? Ну а что поделать, во славу. Слава и честь. Ну, он душный, честно скажу. Значит, по крайней мере, Сосна душный просто. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth, or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission, but he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. I should go. Это I should go, кстати, по-моему, со временем мемом стало, насколько я помню. Не знаю. Я тоже ничего не знаю. Я просто не помню такого мема про I should go. Загугли, блин. Mass Effect I should go. Видимо, эти мемы прошли мимо меня. Ну, мимо тебя проходит 90% мемов, если подумать. Если не 99. Да, возможно, даже так. Инженер Адамс. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Большой плюс Тали, у него очень приятный голос. Это подобрали там вообще хорошо. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work, mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla, grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I should go. I should go. See you later. Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tally, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems.
How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up to FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location. Немножко фантастик нормальный. FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on, probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ну, фоточку получил за диалог, надо пообщаться с ней тогда. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it will strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too large. на кораблях, If our понятно, да, у population is in курианцев. decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule Живут коммунами, у них еще и совет общий, блядь. Это еще какие-то... Теперь понятно, почему всегда он ли, блядь, Тализора. Да-да. Еще и в отставку можно всех отправить. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI.
Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks. Два вида оружия, это тут два оружия в этих. Блять, так бы и, сука. Ну почему, блин, не могли нормально перевести то, что парное оружие, а не два вида оружия? Два вида оружия, это, блин... We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Нейросети? Тут нейросети уже есть? So, the geth share brain power? Many of the geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. What made them rebel? As we built more and more geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all geth. The geth responded to this order violently. You can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary для поддержания генетического разнообразия. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Прикольно. Так, что там дальше по заданию? Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I want to talk about something else. Like what? I should go. See you later. 120 XP получил просто с разговорчиком. Найсу. Действительно неплохо ты там опыт гребешь. Да. Сколько там надо? О. Бронебойные патроны как я получил. Что? Откуда, блин? Откуда нахуй? Так все оттуда же. Так. Гарус шевелит маку, блин. Гарус аккуратно, так техника еле живая. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Spectre would be better than life at CSAC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules.
You're free to handle things your way. At C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But C-Sec wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. C-Sec's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate гоблинцы. I hope you made the right choice. Осторожно тут с гоблинцами. Я видел видос, который начинался точно так же. Для группы приключенцев. Тянок. Ладно, пока чаечек поставлю, сейчас вернусь. Ты чё, дура? Нахуй. Пиздили всех и тапки сняли, сука. Что ж, кто тебя убедил? Гоблинцы. Гоблины тебя убедили. Сколько их тут? О, блядь, что-то насовали жестко в лицо. Не победить тебе этих сыревших воинов, что ж. Великих сыревших воинов. Блядь. А ебал нахуй. Не попал, детей не спасет ничто. У меня есть мифическая способность перезагрузки, блядь. Зажигать не может такой ситуации, гиблой. Да куда ты лезешь, дура, блядь? Стой на месте нахер. Заебешь, блядь. Че пизды выхватишь и чё дальше? Вы запарили. Где тут кнопка стоять на месте? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. У меня какие-то фонарики в голове. Ну да. Dismissed, Chief. Они, конечно, не шевелятся, не думают, не пердят, не дышат, там все дела, но у них фонарики в голове. Понимаю, не поспоришь. Где-то. Я понял. Видишь, я тактикульно всех развалили. Ты переживал. Сейчас еще хотя бы короткую барахлишко продам, и вообще нормально будет. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us.
but it's not what's killing us. So long, Rex. Shepard. Так, ладно, еще немножко экспы заработали. Забес. Так, ну, собственно, все, отправляемся в путешествие, блядь. Я все дела переделал, какие мог. Только каюту свою не нашел. А так тогда. Кого? Каюту свою не нашел. А, каюту. Ну, по-моему, здесь нет. В дороге найдешь. Должна же быть хатка, блядь, моя где-то, ну. Или там лифт целый под нее, погоди, стой. Нахуй там плавал. Ладно. Сохраняемся и поехали, получается. Там ближайший сектор. А, тут же прыжки. Точно, точно. Что, сначала пойдем на это, на второстепенные квесты, да? Конечно. Сначала вроде по всем этим второстепенным, потом уже можно и по основному сюжетику расшвырнуться. Вот, а, не, летаем. По красоте. Норманди полетела. Первое путешествие. Ну не первое путешествие. Своим командой. Ну, понял, первое, да. Тоже в какие-то ебени отправились. Message coming in, Commander. Big surprise, the Alliance needs you again. Shepard, this is Admiral Hackett with Alliance Command. We've got a mission for you. An Alliance officer named Major Kyle has set up a small compound in the Hulking Eta cluster. He's attracted a number of followers, mostly biotics. He's become an outspoken critic of the Alliance, and we believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. What kind of proof do you have that the Major is dangerous? 3 days ago, we sent 2 Alliance representatives to meet with him at his compound. They've disappeared. We believe Kyle and his followers killed them. That compound is a cult, Shepard. They call him Father Kyle. Отец, о, сектантов пошли к нему духать. Some kind of religious leader. You said his followers were biotics? Yes. Major Kyle never showed any biotic tendencies himself, though. I think he's just latched onto a group he identifies with. Many biotics feel marginalized or ostracized by society. О, Kyle Челчайку probably погнали. sees them as Там victims who разговаривал, need his хоть и не спорю. protection, and they see him as someone who will fight for them. Unfortunately, he's convinced them that the Alliance is somehow responsible for all their problems. We can't let him go on like this. What were those Alliance representatives going to talk to Major Kyle about? They wanted to bring him back to an Alliance facility for treatment. Major Kyle served us faithfully for many years. We weren't going to abandon him. Given his state of mind, however, he probably saw them as a threat. We're almost certain he had his followers killed him. What else can you tell me about Major Kyle? He used to be a model soldier, but something happened to him at Torfin. Too many Alliance soldiers died under his command. Couldn't cope with the guilt. His psych evaluations showed he couldn't handle the stress of command anymore. He was given an honorable discharge in early retirement. We'd hoped he would get better in time, but we underestimated how far gone he was. Now it looks like it's too late. I might be able to end this without violence. That may not be possible, Commander. We don't want a bloodbath, but Kyle is dangerous. I'll trust you to use your judgment. Hack it out. Так.
Пресвятой чаечек, да будет здравствовать он в веках. Ня-ня-ня-ня. Радиус 6,3. Атмосфера давления 0,3. Температура минус 30. Понятно. Ставишь заметочки по планетке. Ну так мельком. Можно приземлиться. На спутник можно приземлиться, получается. Меняйся. Зачем тебе на спутник? Ну... А, тут даже не один можно, смотри-ка тут. Целых 2 планеты для... Там, по-моему, на машинке только кататься. Ну да, тут 3 планеты для исследования, прикинь. Заебись. Радиус 68 тысяч километров. Больше, чем наша Земля, матушка. А, просто разведать можно. А, блин. Не обязательно туда спускаться. Слушай, это твой смерть. Мне пизда. Он встретил 3 собак по дороге, и ему конец. Крупное месторождение кобальта было обнаружено. Крупное месторождение смерти Тоши было обнаружено вот рядом. От собаки, бля. От 3 собак, 3 волков. Ауф, ауф. Так, кого мы с собой берем? Ну, конечно, мы берем с собой самых лучших колеса и то ли. Подожди, он что, победит? То, что ты что, победишь? Получается так. Тактикульно сейчас их разберу и все. Ну да, 6 на 3. Тактикульно. Вообще-то меня они могли сгрызть. Они могли, но не стали, потому что это было в узком проходе. Лучник отрабатывал свое. Потому что тактикульно все было сделано. Да нет, он тактики его не проявлял, он просто перекликал 2 персонажа на атаковать разных противников. Fuck you. Fuck you. Ой, блядь, я сел снова сюда. А это кто? Это уже посерьезнее будут, там, по-моему, не собаки. Это орк. Орк. О! 6 против... А, тут больше вас, подожди. Нет, у вас 6 против 3, нормально. Это уже более похоже на схватку. Даже выиграешь. Старый добрый Мако, ту-ту-ту-ту-ту. Слушай, я понял, ты же себе добыл нормальное оружие, ты теперь не с палками ходишь. Я их одел. Я купил, не добыл, я купил оружие. Это, как оказалось, в начале это не бомж РПГ, где ты лутаешь и уже неплохо такой сражаешься. Я уже задумался, как тут кататься весело. Интересно. Давай скреби, братан, скреби. Будешь лезать за тобой, а? Транспорт, или можно? Как вылазить? Здесь похоже... Все. Опыт это тоже не особо дают много. Забоевки. О, пушки пошли, бабки пошли сразу. 400 рублей. Началось, Ну, это началось. вот деньги-то идут. У меня вот по 6 золотых всего лишь падает. Линия для броники нашел. Первую помощь нашел. Найсу. Ну, довольно выгодно по этим плейтам считаться, насколько я помню. Ну да, там можно всякую дичь находить полезную. Постепенная регенерация полезная тема, оставлю ее, пожалуй. Течение времени восстановления тоже, кстати, неплохое. Ну, всяких там этих штук. Заебись, уже один отъехал. Нахуй. А где я сохранялся?
Я сохранялся далеко, да. Или, по-моему, тоже пистолетами владеет, если я правильно помню. Да. Инженер, да, она, по-моему, из пистолетов. И снайпы, возможно. А, слушай, она не может стрелять из штурмухи. Может стрелять из другой кадровской, могут стрелять из снайпы. Да, привет, обе, которые точно не будешь играть в Destiny. Ну, я вчера данж прошел уже. Я вчера еще и рейд прошел. Если вот пока я не вижу, проходишь всякие активности в Destiny, а когда я прихожу, все, я устал. В смысле, блин, скелет? Я устал, я ухожу, да, вот это вот все. Не, ну как бы, ты, конечно, вовремя пришел, безусловно. Что у нас? Что-то вчера не залетал. Вчера время-то у меня было полно. Как бы я вчера и пошел, потому что, типа, окей, в субботку, вроде в субботку все проходим. Сокращение. Радиоактивными патронами пусть стреляют. Кстати, радиатор я сам себе воткнул. Нахера мне дробовик вообще? Mass Effect? Да. Причем уже, типа, третья серия, как бы. Ты что, если не играл в Mass Effect? Зачем мне играть в Mass Effect, если у меня есть Destiny? Ну, типа, осуждаем, наверное, да? Осуждаем, уже осуждаем. Да нет, почему? Ну, это же... Пускай. Ну, Destiny это фэнтези, как бы, Mass Effect все-таки первая часть, научная фантастика, по большей части. Да, что-то пошагал. Долбоёб на месте стоит. Опа-нам. Какая-то хреновина. Ну, на банана, блядь. Типичный маку просто. Есть невозможно. А я направлен с комплектом. Пойдем-ка купим. Денежки подъехали. Лечение. Что-то как-то грустно, печально все. Скребем в гору. Плотва по сравнению с мака просто шутка какая. Ну, в принципе, логично. Сравнил коня. Альтернатива — это лошадь из Карима, мне кажется. Да, у меня 0 рублей. Если ты проходил с Карим, признавайся. Ну что-то шел уже куда-то, блядь. Он быстрый. Просто молния. Маккуин. Блин, ну это будет долгое и унылое путешествие. Скажи это мне тоже. Долгое и унылое путешествие. В магазин надо сходить. Саша. Затем это же. Еда нужна. У меня сломался правое колесо. What the fuck. Ну давай, скреби, давай, ё-моё.
Думаешь, наклончик небольшой. Я помню, там можно боком ехать и нормально уваливать на меня. Ну, почти чуть-чуть. Давай, скреби. Да, там боковой можно нормально выскребать. Давай, ты справишься. Физика бессердечная, это шлюха. А, это конец карты, да? Ну, я понял. Я просто зря сюда ехал, получается. Фак. Не надо, дядя, блядь, не лети туда, нам пизда там, блядь. Че, разобьемся нахуй? Зачем? Ну что, это можно. Странные развлечения у вас. У космопехотинцев. Он 100% Гарри скрутил колесо. Это все его вина, потому что колесо красное стало. Здесь еще теперь на Гаруса это, блядь, напраслину возводит. Ну что, тут впереди какая-то штуковина, надо забрать, это камушки. Нужен тяжелый металл. Он, по-моему, эти залежи, которые тут нашел, как-то во второй части влияют. Которые ресурсы-то разведанные. Да. Это не точно. Ой, чаючек это тема. Птичка. Чё? Чаючек, грюзы, бис. Шепчет там что-то непонятно. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. I want this to end peacefully. If he doesn't see me, people could get hurt. We won't let you take Father Kyle away. He protects us. We need him. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Уф. Если всех тут убить было бы более выгодно. А ну тебя, блядь, фанатик. Так, что еще интересно, можно мне тут это...
так сказать, забрать в фонд спасения галактики. Потому что как ты поздно схватился за эту бабу. Да ей так-то с одного прихода, блин, выплеснули почти все ее здоровье. Я видел. Там два бабульчиков стояло. Зайди за край, справа, чтобы они подошли ближе. Ну, тут никого нет, то есть. Туда из мути надо попадать. Креативно Сверху не нет, работает ну, локация. Да, видимо, сверху. Не понял, где этот дед? Эй, где дед? Вообще, может, не в этом здании, как я понимаю. Don't try anything. Those other men from the Alliance tried to kill Father Kyle. Biotics can feel safe here. Да. Сойдет. Мне бы сказать, это не та хата, бля. Та хата правильно. С краю. Чё? А, и там можно было доступ получить. Нужно было, чтобы попасть в эту хату. Скорее всего. Ток-ток. It's me, Shepard. Father Kyle says we biotics have to stick together. Тук-тук, шлеп-шлеп, тук-тук, шлеп-шлеп. О, ящик. Надо брать. 100 рублей. Найс. Блять, хочу мод, который бы собирал все ящики, блять, автоматически. Да. Тоже такой хочешь, что ж? Да, я бы очень хотел, чтобы здесь тоже можно было. Быстрый подбор, блин. Не по каждому предмету. Супер душно. Нужно каждую щель обыскать. Мало ли в ней сундук лежит полезный. I am Major Kyle. I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave us alone? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. Чего? I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. You ordered your followers to kill those Alliance investigators. You must face the consequences of your actions. Do you really want your children to suffer for your sins too?
No, this was my fault. My children are innocent, pure. Please, I never meant for this to happen. Я загрузился после той драки. Угу. Который победил? Да. You're doing the right thing, Major. Your children will be better Нет, off. я вместо инвентаря нажал на этот загрузку. If my Там children see you ебануто taking me away, кнопки they надо won't перекинуть understand. They will на attack and you will сохранение be forced загрузки, to kill потому что them это, all. блядь, You бред. have shown me the error of my ways, Commander. Now you must give me time to explain it to them. It is the only way they will understand. Понятно, почему бросил игру в свое время. Give me 1 hour. After that, I will meet the Alliance authorities. Да, когда зачищаешь какое-нибудь подземелье и долго не сохраняешься, и потом скдыщ случайно. I'm going to trust you. If you betray that trust, you and all your children will suffer. I will not betray you, Commander. Thank you for this. Когда он убеждение пришел, убедил его сдаться нахуй. Вот тогда... Ну, я молодец, получается, да? Получается так. Ну, я смогу с него ничего полутать. Столько опыта бегающего ходит. Блин, ну ладно. Ну ладно. Блин. Я это просто пошминаю всякие штуки, которые здесь лежат. Ну, собственно, все, что я нашел, я обшмонал. Не так много, как хотелось бы. Но лучше, чем ничего. Так, где выход? О, фак, это выход. Я заблудился. Вон там, видимо, он. Я разблудился. Блять, я заблудился реально. В ту сторону. Еще надо что-нибудь поставить, пожрать и готовить. Да, Вечером вот можно тоже, было... говорю, надо до магаза сходить, да Чтоб вечером можно было к маме сейчас на СК покатать. Да, Вася? Чё? Говорю, надо что-нибудь приготовить, пожрать сейчас кто-то. Если мы собираемся на МСК играть. Что надо? Курица еще осталось? Да, еще 4 кусочка есть. Я сейчас запеку, наверное. Ага. Ну, это стрим частники, наверное, до сегодня с Mass Effect можно закончить. Да. Ну, уже продвинулся. Ну да. Чуть-чуть. Тут еще на Man's Sky будет, то что